Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим просто невероятный рождественский десерт, или же можно из этого пирога сделать и закуску, все зависит от начинки, будет она соленая или сладкая. Я такой уже рецепт делала в новогоднем меню в прошлом году, но он покорил мое сердце, мне так нравится, поэтому я хочу, чтобы этот пирог был отдельным рецептом на канале. И начнем мы с вами с приготовления заварного шоколадного крема. Здесь одно яйцо, добавляю 50 граммов сахара. Если вы сладкоежка, то можно добавить и больше сахара. Для аромата добавим ванильный сахар. Я добавлю ванильный сахар марки Доктор Откер. Он идет с натуральной бурбонской ванилью. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Чайная ложка ванильного сахара, как видите, он вот такой вот коричневый, благодаря частицам бурбонской ванили. Он очень ароматный. Также добавляю 30 граммов кукурузного крахмала. И вот здесь у меня 250 миллилитров молока. Чтобы было проще все это размешать, я добавлю совсем немножко молока. Маленькая щепотка соли для баланса вкусов. И теперь это все перемешаем. Можно сделать ванильный заварной крем, а можно шоколадный. Я сегодня хочу сделать шоколадный. Буду использовать какао. Здесь содержание какао-масла 20-22%, благодаря чему оно темное по цвету и очень насыщенное шоколадное по вкусу. Добавляю 1 столовую ложку с горкой. Так как какао имеет свойство комковаться, то лучше его просеять через сито. Перемешиваем тоже теперь до однородности. Вмешали какао, масса стала однородной, глянцевой, красивой. И теперь добавляем сюда молоко. Всего было 250 миллилитров. Немножко я добавила уже ранее, и сейчас доливаю все оставшееся молоко. Если молоко слегка подогреть, то и крем у вас в итоге заварится быстрее. Ставим на плиту и начинаем нагревать на среднем огне. Никуда не отходите, постоянно помешивайте до появления первых пузырей. Смотрите, когда молоко мы подогреваем, это очень удобно сделать в микроволновке, то есть стоять придется меньше. Но никуда не отходите, перемешивайте, чтобы крем у вас не комковался и не пристал ко дну. Посмотрите, как загустел крем, уже появляются первые пузыри кипения. Теперь провариваем 30-60 секунд, чтобы заварился крахмал. Не забывайте перемешивать, чтобы ничего не пригорело. Вот такой получился красивый, глянцевый, однородный, густой шоколадный крем с очень таким богатым шоколадным ванильным ароматом. Нужно нам, чтобы он немножко остыл. И если вы готовите его заранее, то можно накрыть его пищевой пленкой в контакт и оставить остывать. А если вы вот как и я делаете все в одно время, и пирог, и крем, то просто периодически его вот так вот перемешиваете, чтобы не образовывалась сверху корочка, и так он будет быстрее остывать. Берем 450 граммов дрожжевого слоеного теста. Лучше, если оно у вас одним пластом, но ничего страшного, если так, как и у меня, двумя кусочками. Сейчас мы их будем соединять и раскатывать. Соединяем. И теперь раскатываем. Хорошенько посыпайте мукой, чтобы у вас тесто не прилипло к поверхности. Немножко раскатаю вот так вот в длину. Так. И сейчас аккуратно переворачиваем. Раскатываю еще вот так вот. Старайтесь, чтобы у вас осталась форма прямоугольника. Теперь нужно вот так вот нам вырезать тесто. Я сделаю это линейкой, чтобы было ровнее, потому что у меня всегда проблемы, чтобы отрезать ровненько. Так. Теперь нам нужно сформировать елочку из этих вот двух частей теста. Мы просто берем и вот так вот скрепляем. Получились у нас две основы для двух ялынок, и теперь смазываем вот эту вот, которую мы сделали только что, потому что она не такая красивая, как эта, шоколадным кремом. На всякий случай, чтобы у нас шов не разошелся, смазываем его белком. Вот этот, который будет верхним. Так, вот еще пройдусь. Ну и этот тоже заразом. Для удобства сразу перекладываю на пергамент,
который уже выстелен на противень, чтобы потом не переносить уже готовую елочку. Выкладываем шоколадный крем. Смотрите, какой он стал густой. Так. Можно выкладывать не весь крем, чтобы слой был не слишком толстым. Так. Удобно вот распределить вот так вот шпателем. Аккуратненько. У меня ушла сюда где-то чуть больше половины крема. Остальной шоколадный крем, конечно же, можно использовать абсолютно для любых целей. Можно подать с блинчиками, с панкейками, с сырниками. Можно использовать для торта. Он очень вкусный, даже можно просто на батон намазать к чаю на завтрак. Вкусно и так вот по шоколадному, я думаю, многим понравится. Измельчим немножко орешков, у меня это фундук. Можно измельчить ножом, чтобы остались такие достаточно крупные кусочки. Посыпаем сверху. Такая гарненькая ялиночка. Накрываем сверху второй елочкой. Вот такая у нас получилась красота. И этот шов я тоже смажу белком. Если у вас был цельный лист листового теста, то у вас этой проблемы не возникнет. И сверху здесь будет просто однородный, то есть не однородный, а один пласт теста без этого шва. Разрезаем. Где-то по 2 сантиметра. И старайтесь прорезать и тот край теста, то есть ту основу из теста тоже. Вот так вот продолжаем делать. Это очень красивый, но при этом простой пирог. Теперь берем одну вот такую полосочку и делаем вот такие вот заворотики. Прокручиваем. Так, вот такая красота. Так. Очень красиво, по-нарядному и легко сделать. Не знаю, меня эта идея просто покорила. Я считаю, что на каждый Новый год и на Рождество можно делать вот такую вот елочку с разными начинками. В желток добавляю немножко молока. И теперь мы смажем пирог желтком с молоком. Прогреваем параллельно духовку до температуры 220 градусов. Вот такой вот у нас замечательный, шикарный пирог. Ставим выпекаться где-то на 15-20 минут до румяности. Я выпекала 18 минут. Посмотрите, какая красивая, румяная получилась красавица ялинка. Посыпаем ее сверху сахарной пудрой. Так вот, немножко как ее посыпала снежком. По желанию, если есть, то можно украсить замороженной смородиной красной. Сразу праздничное настроение ощущается. Посмотрите, как симпатично получается. И также можно украсить листочками мяты. Получается еще красивее. Вот такая вот замечательная елочка. Также, как вариант, вы можете украсить это вот такими, знаете, цветными дрожжи. Разного цвета есть, они есть шоколадные с орешками. Тоже будет очень красиво. Можно, в принципе, абсолютно ничем не наряжать, и тоже у вас получится замечательная, красивейшая елочка. Ну и хочу сделать такой же пирог с соленой начинкой, который я уже делала и который произвел фурор, понравился очень многим зрителям. Они тоже приготовили его на Новый год. Те, кто не видел, готовьте, это просто беспроигрышный вариант и в плане начинки, и внешнего вида. Снова берем бездрожжевое слоеное тесто, в принципе делаем все то же самое, что и для сладкой елочки.
Нижнюю основу я посыпаю орегано и базиликом. Как видите, я здесь первый шов сделала не вот такой вот продольный, а вот здесь вот. Интересно, как получится. Может, так даже удобнее будет. Посмотрим сейчас. Все, выкладываем сверху бекон. Дальше идет очередь сыром. 50 грамм можно натереть на терке крупной или воспользоваться вот такими уже слайсами, которые продаются в магазине. Так намного будет проще и удобнее. Просто выкладываем сверху и все. Так. И вот здесь вот края можно сделать таким образом. Так. И здесь подкладываем и слегка обрезаем. А дальше все, как мы уже делали. Не буду воровать ваше драгоценное время. Все сделаем сейчас по-быстрому. Посыпаем сверху кунжутом. У меня кунжут белый и черный. Также можно использовать семена льна. Тоже будет красиво и полезно. Будем выпекать снова 15-20 минут до румяности нашего пирога при температуре 220 градусов. Вот такие прекрасные ялынки получились. Обязательно пишите в комментариях, какая именно вам больше понравилась. Вот такая вот или сладкая с таким красивым украшением. Они, конечно же, очень вкусные. И поверьте, вы потратите совсем немного времени, но это плюс 1000 баллов к новогоднему настроению. Я надеюсь, что вам понравилась эта идея. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов.